Наступила долгожданная пора, когда на рынке появляются полезные для здоровья свежие овощи и фрукты, в том числе в изобилии любимый всеми плод, который, на самом деле, относится к ягодам. Польза и вред арбуза – вот что всегда беспокоит в эту пору как медицинских работников, так и обыкновенных граждан. Попробуем разобраться, возможно ли получить пользу от арбуза, не причинив вред организму. И начнем мы именно с пользы, которая ожидает нас под красивой полосатой коркой арбуза. Богатство питательными веществами, высокое содержание воды, арбуз на 92% состоит из воды, что делает его отличным источником гидратации. Антиоксиданты, арбуз содержит ликопен, бета-каротин и витамин С, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений. Минералы, арбуз богат калием, магнием, фосфором, железом и кальцием, необходимыми для поддержания здоровья костей, мышц и нервной системы. Витамины, арбуз содержит витамины АБ6, В12, ЕК и фолиевую кислоту, важные для иммунитета, метаболизма и роста клеток. Диетическое волокно, арбуз содержит небольшое количество клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения. Положительное влияние на здоровье, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ликопен в арбузе помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление, что снижает риск сердечных заболеваний. Улучшение пищеварения, волокно в арбузе способствует регулярности стула и предотвращает запоры. Снижение риска некоторых видов рака, антиоксиданты в арбузе могут защитить от рака простаты, рака груди и рака толстой кишки. Улучшение сна, арбуз содержит аминокислоту L-цитрулин, которая может улучшить качество сна. Уменьшение мышечных болей, L-цитрулин в арбузе способствует выработке оксида азота, который может уменьшить мышечные боли после тренировок. Дополнительные преимущества, дешевый и доступный, арбуз является доступным фруктом в летние месяцы. Приятный вкус, арбуз имеет сладкий и освежающий вкус, что делает его приятным лакомством. Многофункциональность, арбуз можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, смузи, десерты и использовать для приготовления джемов и соков. Важно отметить, что не рекомендуется употреблять арбуз в больших количествах, так как он может вызвать расстройство желудка. Следует выбирать только спелые арбузы, так как недозрелые арбузы могут содержать большое количество нитратов. В целом, арбуз является ценным и питательным фруктом, который может принести пользу для здоровья. Его следует употреблять в умеренных количествах, чтобы получить максимальную пользу от его свойств. Вред арбуза, в настоящее время он стал опасен для здоровья, а происходит это из-за недобросовестного выращивания желания людей получить как можно больше этой ягоды за один сезон, умудряясь собрать не один урожай максимально крупных плодов. Быстрый рост раннего урожая, увы, не обходится без подстегивания химическим допингом. Это привело к тому, что прекрасный диетический продукт превратился в источник неприятностей и вреда для нашего организма. Для того, чтобы арбуз быстро набрал массу и созрел, его подкармливают удобрениями. В основном это азотные удобрения, нитраты, нитрат натрия, аммония, кальция и калия. Если арбуз рос и вызревал при малосолнечной погоде и при большой влажности, то он тоже накопит в себе много нитратов. Нитраты скапливаются в мякоти арбуза. Сами по себе нитраты малотоксичны, но попадая в микрофлору желудочно-кишечного тракта, они преобразуются в вредные нитриты и N-нитрозасоединения, способные вызывать онкологические заболевания. При долгом хранении нитраты преобразуются в нитриты и в самом арбузе. Неправильного хранения, кстати, при долгом хранении спелого арбуза, особенно в атмосфере повышенной влажности, содержание в нем нитритов возрастает в несколько раз. Нитриты нарушают транспортную функцию крови, это влияет на гемоглобин, что впоследствии может привести к гипоксии, недостатку кислорода в тканях. Особенно тяжело это переносят дети и те, кто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями дыхательной и выделительной систем. Возможные негативные последствия от употребления арбуза, аллергия, некоторые люди могут быть аллергичны на арбуз. Симптомы аллергии могут включать зуд, сыпь, отек, проблемы с дыханием. Проблемы с пищеварением, арбуз богат клетчаткой, что может вызывать вздутие живота, газообразование и диарею у некоторых людей. Повышение уровня сахара в крови, арбуз содержит большое количество сахара, поэтому его употребление в больших количествах может привести к повышению уровня сахара в крови. Проблемы с почками, арбуз является мочегонным средством, поэтому его употребление в больших количествах может привести к обезвоживанию и перегрузке почек. Взаимодействие с лекарствами, арбуз может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, например, с препаратами для снижения кровяного давления.
Как избежать негативных последствий? Умеренное употребление. Ешьте арбуз в умеренных количествах, чтобы избежать проблем с пищеварением и повышением уровня сахара в крови. Проверка на аллергию. Если у вас есть аллергия на другие виды фруктов, проконсультируйтесь с врачом перед употреблением арбуза. Питье воды. Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. Консультация с врачом. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем употреблять арбуз. Несколько полезных советов. Порой мы сами доставляем неприятности своему организму, не умея правильно выбрать продукты, в том числе и арбуз, употребляя их в пищу, не избавившись от вредных микробов. На кожуре арбуза огромное количество болезнетворных бактерий, а также частицы пыли и почвы. Ни в коем случае не покупайте поврежденный, треснувший или демонстративно разрезанный продавцом арбуз. На сладкой поверхности арбуза и тем более в его мякоти бактерии размножаются очень быстро и могут стать причиной кишечной инфекции. Долгое хранение арбуза также приводит к размножению бактерий. К сожалению, сегодня невозможно гарантировать качество арбуза на 100%, исключением может стать арбуз, выращенный самостоятельно. Чтобы избежать серьезных последствий, не стоит предлагать арбуз детям, не достигшим 2-летнего возраста. В 2-3 года ребенку вполне достаточно 80-100 грамм арбуза, а детям 3-6 лет 100-150 грамм, при условии, что арбуз качественный. Чем младше ребенок, тем меньше его организм способен противостоять вредному воздействию нитратов, токсинов и микробов. Детям вообще следует употреблять арбуз только в период естественного созревания этой ягоды, то есть в конце августа, осенью. В это время арбузы способны вызреть и без удобрений, вкусовые качества в этот период гораздо выше. Специалисты советуют приобретать арбузы именно в сезон, то есть с конца августа и в сентябре. Маленькие и огромные арбузы брать не стоит, выбирайте арбуз среднего размера, оптимальный вариант 4-5 килограммов. Чтобы выбрать вкусный и спелый арбуз, обратите внимание на следующие признаки: внешний вид, форма, хорошо сформированный арбуз, с округлым или овальным контуром, без вмятин и неровностей. Цвет кора арбуза должна быть блестящей, без трещин и повреждений. Узор: чем ярче и контрастнее рисунок на корке, тем спелее арбуз. Хвостик сухой. Высохший хвостик говорит о том, что арбуз сорван давно и успел дозреть. Но если хвостик свежий, это не всегда значит, что арбуз недозрелый, так как может быть сорван недавно. Звук: постучите по арбузу. Спелый арбуз издаст глухой звук, а недозрелый – звонкий. Дополнительные советы: вес: спелый арбуз будет тяжелым для своего размера. Место: выбирайте арбузы из хорошо проветриваемых мест, где они хранятся в прохладных условиях. Продавец: покупайте арбузы у проверенных продавцов, которые гарантируют качество продукции. Не бойтесь спросить, не стесняйтесь спросить продавца о том, как долго арбузы лежат в магазине, и попросить разрешения проверить арбуз на звук. Правило мытья арбуза: холодная вода. Никогда не мойте арбуз горячей водой, это может привести к тому, что он впитает больше бактерий. Используйте холодную или прохладную воду. Тщательно промывайте. Сначала промойте арбуз под проточной водой. Это поможет смыть грязь и мусор с поверхности. Затем используйте щетку для овощей или губку. Аккуратно очистите все трещины и неровности на поверхности арбуза. Не забудьте промыть щетку или губку после использования. Мыло: только при необходимости, если арбуз очень грязный, можно использовать мыло. Выберите мягкое мыло для посуды без сильного аромата. Хорошо промойте арбуз под проточной водой, чтобы удалить все остатки мыла. Дополнительные советы: не используйте моющие средства для посуды. Они могут оставить вредные химические вещества на арбузе. Не мойте арбуз слишком сильно. Это может повредить его кожуру. Сушите арбуз чистым полотенцем. Важно: если арбуз поврежден, не мойте его. Лучше выбросить его, так как бактерии могут проникать в мякоть через повреждение. Никогда не режьте арбуз ножом, который использовался для мяса или птицы. Это может привести к перекрестному заражению. Польза и вред арбуза на разных чашках весов, и во многом от правильного выбора зависит, какая половина перетянет. И вообще, в еде все хорошо в меру, не стоит делать упор на один какой-то продукт и есть его по 2-5 килограммов в день.